Всем привет! Сегодня мы едем в Алексинац. Это 30 километров от Ниша. Нас ждет планинарская акция «Поздрав про Леччу», которая проводится в 24-й раз. В переводе это «Приветствие весне», и это действительно весенняя прогулка, на всем пути которой журчали ручейки, цвели первоцветы, дикая слива, яблоня. Мы увидим памятник русским, узнаем про один традиционный праздник в Сербии. Алексинац – город очень старый. Через него проходила дорога Виа Милитарис, которая шла от берегов Дуная до Константинополя. Здесь началось производство пива Йована Апеля, которое затем перебралось в Ниш. И Нишка пиво производится до сих пор. Эту историю я уже рассказывала, оставлю ссылку. На главной улице сохранились старые здания начала 20 века. А наш путь начинается с приветственных слов возле Дома культуры и грамот участникам. Да, о цифрах. В акции приняли участие 140 туристов. Нас ждет 22 километра пути, подъем на разницу высот 869 метров, спуск 779 метров. Конечная точка маршрута – Бованское озеро. Так все дружно, красиво идут, и, как вы видите, возраст участников абсолютно разный, от млада до стара. Весенний лес прекрасен, наслаждаемся. Интересное место для отдыха, где можно пожарить мясо прямо в скале. Вдали от русской матери земли, здесь спали вы, сыны отчизны. Спокойно спите, русские орлы, ваш подвиг свят, как святы ваши жизни. Эти слова написаны на плите возле церкви Святой Троицы, расположенной у подножия Шуматаваца, прямо в лесу. В районе Алексинаца и Джуниса с августа по октябрь 1876 года русские добровольцы, в основном представители знати и офицеров царской армии во главе с генералом Черняевым, участвовали в битве за освобождение территорий Сербии от турков. В этом месте ждали раненых солдат медики, чтобы отвезти дальше в госпиталь в Алексинаце. К сожалению, эта битва была проиграна, много воинов погибло. Инициатором строительства был полковник Петка Стойкович, которому, если верить авторам статьи с сайта Алексинац.нет, во сне пришла информация, что нужно отстроить разрушенную церковь, остатки которой находятся в этом месте. Он раскопал фундамент старой церкви, неизвестно кем и когда построенной, и начал ее заново отстраивать. Зная, что здесь хотят построить часовню-памятник воинам, погибшим на Шуматаваце, люди с радостью отдавали пожертвования. Часовня была построена в 1885 году за месяц. А мы идем дальше. Организаторами было предложено две тропы – короткая и длинная. Через 12 километров, там, где тропа раздваивалась, нас ждал травяной чай с медом и постными лепешками. За это огромная благодарность. Лепешки были в честь сербского праздника, который отмечают молодожены 22 марта, а наша акция проходила 24 марта. Младенчичи – так называют лепешки, которые печет молодая жена в первый год после свадьбы из пшеничной муки. Угощает пришедших гостей, как правило, едят их с медом. Они символизируют долгую, счастливую и сладкую жизнь новобрачных. Этот день в христианстве посвящен памяти кончине святых 40 мучеников севастийских. В 320 году 40 юношей воинов обратились в христианство, несмотря на императорский запрет.
Их били камнями, но камни отлетали и возвращались обратно. Тогда их связали и бросили в холодное озеро, которое сковывалось льдом. Чтобы побудить мучеников отречься от Христа, на берегу разожгли костры и стали греть котлы с водой. Один воин отрекся, вышел, но умер, не дойдя до костра. По поверью, ночью появился необычный свет, согревавший воду и тела мучеников. Вместе со светом с неба на их головы упало 39 венков. Один из стражников увидел чудо, сняв одежду и провозгласив себя христианином, вошел в озеро, за что получил 40-й венок. На следующий день весь город стекался к озеру, чтобы посмотреть на чудо. Но судьи приказали лишить их жизни, сжечь и бросить в воду, чтобы христиане их не забрали. Венки на венчании в церкви имеют тройную символику. Первое – императорскую. Каждый мужчина – император в своем доме. Мученическую. В браке каждый приносит жертвы, уступки. Третье – бессмертная слава в Царстве Христовом. Супруги должны быть верны друг другу, как мученики севастийские своей вере. Вот так. Честно говоря, это для меня открытие. Не знала об этом. Век живи, век учись. А мы уже на подходе к Бовманскому озеру, конечной точке нашего маршрута. Это искусственный водоем, созданный в результате строительства плотины на реке Моравица для регулирования бассейна реки и гидроэлектростанции Джардап. Длина озера 8 километров, наибольшая ширина 500 метров, глубина 50 метров. Бовманское озеро снабжает город Алексинац водой через водоочистную станцию. А нас ждет традиционная фасоль. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока-пока.